2157 год. После крушения космического корабля землянин Максим оказывается на планете Саракш без надежды вернуться домой. Имя? Максим Каммерер. С Земли. Он знакомится с молодым гвардейцем по имени Гай и его сестрой по имени Рада. Но дружба и любовь Максима не приносят им счастья. Страна, в которой оказался Максим, находится под контролем системы излучателей, установленных на башнях и патрульных машинах. Невидимое излучение оболванивает людей, заставляя верить всему. Убей выродка! Тех, кто не поддается внушению, называют выродками. Когда излучатели включаются на полную мощность, выродки испытывают адскую боль. Группа правителей называет себя неизвестными отцами. Все они выродки. Излучение для них – орудие власти и пытка. Выродки, не принадлежащие к властной элите, назначены врагами. Их выявляют, травят, преследуют. Приговаривается к уничтожению в течение 48 часов. Поганые башни! На Максима излучение не действует. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах? Он необычайно силен, развит физически. На Земле 22 века научились использовать скрытые ресурсы человеческого организма. Тем временем приближается война. Неизвестные отцы готовят вторжение на территорию соседнего государства. Воевать хотите? Узнав о способностях Максима, на него устраивают охоту две конкурирующие силы. Странник, глава департамента специальных исследований. Поезжайте и приведите его. И умник, он же Государственный Прокурор. Собери всю информацию о нем. Что это такое? Откуда взялся? Он нужен обоим, но для разных целей. Всем стоять! На пол, живо! А зачем он тебе? Мутант, он мне нужен для работы. Препарировать будешь? Обязательно. Чтобы выжить, спасти друга и любимую девушку, Максим решает разрушить систему излучателей. Да ты идиот! Ты представляешь, сколько таких башен стоит по стране? Сколько их строится ежегодно, ежедневно? Он не находит союзников внутри страны. Выродки либо слишком слабы, либо слишком расчетливы. А почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков? Ну, потому что большинство в штабе надеется захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей. Для каких других? Тогда, силой захватив с собой Гая, Максим на украденном танке пробивается через армейские кордоны. Он решает искать союзников за пределами известного мира, среди мутантов и врагов. Ты сам болван! Ты болван, дай рассказать! Это башни не противобаллистической защиты, они для таких, как ты! Это источники излучения, которые вас заставляют верить всему! Всему, что говорят! Поэтому ты веришь телевизору, газетам, ротмистру Чачу! До сих пор веришь! Они лгут! Ты марионетка у них в руках, потому что каждый раз ты находишься под действием излучения. Ты сам этого не замечаешь. Ты кукла! А твои приступы энтузиазма — это последствия лучевых ударов. Понимаешь? А выродки — это те люди, которые не поддаются излучению. А лучевые удары вызывают у них боль. Все неизвестные отцы, Гай! Выродки! Это правда! Сейчас 10 часов. Что вы обычно делаете в казарме? Поете гимн, пузыритесь энтузиазмом. Этот энтузиазм у нас в крови! Этот энтузиазм вбивает в ваши тупые головы! Ну давай! В бой, гвардейский марш! В бой! Боевая гвардия! Тяжелыми шагами идет с пятая крепости с огнем в очах! Ты что? Ты что? Ты что?
докладывать обо всех неординарных происшествиях на южной границе. Да. На передовой заставе похищен армейский капрал, по-видимому, мутантами. Мутанты. Мутанты всегда кого-то похищают. На то и юг. А в чем неординарность? В рапорте начальника заставы фигурирует самоходный танк. Якобы мутанты угнали танк. Танк? Мутанты похитили танк. Идиот! Рапорт этого кретина, начальника заставы, сюда быстро. И скажите, чтобы еще принесли этой целебной дряни. Тише, Гай, спокойно. Спокойно, сейчас, подожди. Сейчас. Есть хочешь? Да. Стрелять не будешь? Нет. Жив. Жив наш красавец. Лапушка. Жив. Танк угнал. Жив. Куда ж тебе податься? Куда ж ты денешься? Жив. Гай, собирайся, пошли. Не хочу. Ну их всех. Глупости. Прекрасные люди. Тебя уважают. Принц-герцог меня просил, чтобы ты остался здесь. Я, говорит, умру скоро. Нужен настоящий человек, чтобы меня заменить. Что скажешь? Это я настоящий человек. Я так кукла. Поломанная. Неправда. Ты настоящий человек. Ты не один такой, вас таких 40 миллионов. Ты справишься. Вставай. Автомат брать? Бери. Это почти эпицентр. Не трогайте здесь ничего. Здесь жить нельзя еще лет 200. Полжизни был марионеткой. Теперь бродяга безродная. Не ной. Пойдем.
Прошу вас, голубчики, проходите. Друзья, мы собрались, чтобы обсудить предложение нашего друга Мака. Может быть, сейчас решается наша судьба. Присаживайтесь. Выпей чашечку-то. Не хочу, не хочу. Солдаты выжимают нас в пустыню. Лет через 10-15 они вытеснят нас окончательно, и там мы все погибнем. Без пищи и без воды. Наш друг Мак хотел сначала вооружить нас и повести в бой. Но убедился, что мы люди слабые и воевать не можем. Тогда он решил добраться до жителей пустыни, договориться с ними и повести их на солдат. Что требуется от нас? Пропустить жителей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. Вот для чего мы здесь все собрались. Чё-то я не понял. Чё же он хочет? Чтобы к нам варвары пришли? Да вы что? Они всех нас перебьют. Мы чё, варваров не знаем? Они придут сюда с миром или не придут совсем? Пусть лучше вообще к нам не приходят. С ними лучше не связываться. Чё, я не знаю? Уж лучше под пулеметы к солдатам выйти. Это, конечно, верно. Но с другой стороны, варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Почему это они вдруг нас не тронут? Все нас испокон веков трогают, а они вдруг нет. Так ведь Макс с ними договорится. Ничего из этого не будет. Пойду я. Они его убьют и нас не пожалеют. Не нужно нам это, Мак. Дай ты нам помереть спокойно. Не трогай нас. Ты солдат ненавидишь. Хочешь их сокрушить. Мы-то тут при чем? У нас никому мести нет. Пожалей нас, Мак. А чего ему нас жалеть-то, а? Он и сам солдат. С каких это пор солдаты стали нас жалеть? Голубчики, голубчики. Мак наш друг. Он желает нам добра. Он хочет уничтожить наших врагов. Нет, не надо нам этого, Мак. Пускай все идет, как идет. Тебе бы к колдуну сходить, Мак. Чё? Все-таки Мак. Может, он с колдуном ты договорился бы? Чай у тебя хороший, бошку. Не ходи к колдуну. И не думай даже. Не ходи. А еще говорят, что ему летучие мыши прислуживают. Тоже мутанты. Ужас летучие, а не мыши. Вообще, тут места такие. Вот ты слышал? Ночью кто-то детей крадет. И главное, в дом-то не заходит, а дети прямо так к нему, сонные. Сами. Вранье. Может и вранье. А кое-что я сам видел. Мак! Стой, стой! Они живые. Будто их кто-то загипнотизировал. Оружие убери, или лучше здесь оставь. Или лучше ты сам здесь оставайся. Я один пойду. Нет. Слушай. Зачем нам все это надо, а? Ну что тебе колдун может рассказать? Пошли. Давай!
Этот мир в равновесии, Максим. А ты хочешь перемен. Ты обратился за помощью к мутантам, к жалким и несчастным людям, которым досталось в этом равновесии самая тяжкая доля. Но и они не хотят ничего менять. Тогда зачем? Потому что человек должен быть свободен. Кто ты такой, чтобы решать за них? Тебе нравится, Гай, твоя новая свобода? Ты счастлив? Я не знаю. Тебе страшно? Да. Твой отуманенный совестью разум утратил способность отличать настоящее добро от воображаемого. Твоя совесть слишком избалована. Разум должен прикрикнуть на нее и поставить на место. Совесть создает идеалы, а разум ищет средства, чтобы их достигнуть. Но эти средства никогда не лезут в рамки идеалов. И тогда оказывается, что или рамки нужно расширить, или совесть слегка подразмять. Твоя совесть хочет свергнуть неизвестных отцов. Разум дает совет. Поскольку изнутри тиранию взорвать невозможно, ударим по ней снаружи. Бросим на нее варваров. Пусть погибнут мутанты. Пусть русло голубой змеи заполнится трупами. Пусть начнется большая война. Ну что же, сказала совесть, поморщившись. Придется мне ради такого дела слегка огрубеть. Да, Масаракш. Да! А что мне еще остается делать? За голубой змеей 40 миллионов людей, превращенные в ходячие деревяшки! Что ж, ты сила, Максим. И твое появление здесь уже означает неизбежное крушение равновесия нашего маленького мира. Но советую помнить, не знаю, как в твоем мире, а в нашем никакая сила не остается. Попробуй связаться со страной империи. Это все, что ты хотел узнать. Во-первых, я не советую вам углубляться в пустыню. Ничего подходящего там для себя не найдете. А может быть, стоит, по совету колдуна, установить контакт с островитянами? Островная империя, белые субмарины. А вы что-нибудь слышали о белых субмаринах? Нет? А я слышал. И Гай тоже слышал. Спасибо вам, принц-герцог. Спасибо. А куда же вы все-таки намерены идти, Мак? Все-таки к морю. Далеко отсюда море? 5 дней пути. По сути-ка, через очень зараженные места. Вот сюда, к нижней границе. И не забывайте, со всех сторон наша территория окружена двойным кольцом башен. Вам придется через них пройти. Пройти. Или пролететь. Это горный орел. Лично его императорского величества Кирну I 4 золотых знамен именной бомбовоз. Солдат, бывало, наизусть заставляли зубрить. Рядовой такой-то проименуй личный бомбовоз его императорского величества. Я хотел сначала на нем эвакуировать раненых, но их казалось слишком много. А потом, когда все раненые умерли, берите его себе, голубчик, летите. Горючего здесь хватит на полмира. Я вас никогда не забуду. Спасибо вам. Ну что ж, голубчики мои, летите. Летите. Летите, родные. Летите.
Садись, Гай. Мак, а ты когда-нибудь на таких штуках летал? На таких не летал. На других летал. Гай, ты что? Защита моя, мой вождь, прикажи! Я перед тобой, я здесь, я готов, швырни меня в огонь! На тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль! Где твои враги, покажи мне! Я разорву их на части, я порву им глотку! Ну! Что ты несешь? Я хочу умереть в тебя! Я хочу умереть в тебя! Соедини меня с пламенем! Соедини меня с пламенем! Что? Соедини! Ты обалдел! Идиот! Да, я идиот! Я идиот! Ну я твой идиот! Это башня, Гай! Это излучатель! Где башня? Где башня? Это подлые отцы, это собачьи отцы! Понатыкали башня! Сметем эти башни! Мы пройдем тяжелыми шагами, сметая эти башни с огнем в очах! Веди свою послушную машину на эту башню, а я прыгну с бомбой! Я прыгну с бомбой, не промахнусь! Вот увидишь, ну, бомба! Мак, я что-то не то сделал. Извини, Гай. Извини, мы попали под лучевой удар. Прости меня. Что здесь было? Я орал гимн, да? Хуже. Что это? Ничего не могу сделать!
Пытаюсь! Мама, теряет! Мы падаем! Пиздец! Летали бы сами на своем бомбовозе! Я так понимаю, до Островной империи нам не добраться теперь. Что будем делать? Пошли! А ведь ты держишься за эту самочку. Господин референт, запишите имя. Рада Гаал. Счастливо. Пока, Рада. Добрый вечер. Добрый. Господин офицер, помогите, господин офицер! Рада Гаал? Да. Вы задержаны по распоряжению Государственной прокуратуры. А если нас накроет патруль, скажем, будто меня похитили выродки, ты за ними погнался и отбил меня. А что нам это даст? Нам? А то, что нас, по крайней мере, не убьют сразу же. На месте. Ну уж нет. Убивать себя я больше не позволю. Да и тебя тоже. Гай, что это? Белая субмарина. Ее штормом в бухту занесло, она на мель села, потом патруль подоспел. Видишь, как ее расковыряли? Пойдем посмотрим? Нет. Один капрал, он служил в береговой обороне. Ну, он так говорил. Ну, будто на этих субмаринах необыкновенные моряки ходят. А какие? Ну, ходят легенды разные, суеверия. Вот ротмистр Чачу, он говорит, что нельзя подниматься на борт субмарин, что они заражены. Что, мол, приказ есть даже такой. Мол, подбитые субмарины, они... Ладно. Ты оставайся, а я пойду посмотрю.
Вы сами все видите. Красивого мало, правда? Его обманули. Он очень добрый человек. Он не хочет убивать. Во время оглашения приговора у меня было такое чувство, как будто я приговариваю к каторге ребенка. Согласитесь, он такой наивный, доверчивый. Вот вы говорите доброта. А в чем эта доброта проявляется? Ну, он не такой, как мы. Он лучше нас. Я не знаю, как это объяснить. Он как будто из другого мира. А он вам говорил, что он горец? Рассказывал про горские обычаи, как там все устроено? Рассказывал. Он очень скучал по дому. У них там чистые реки и моря. А еще там не бывает войн. Надо же. А еще он мне рассказывал про устройство мира. У них в горах считают, что мир устроен наоборот. Будто бы мы живем не на внутренней поверхности шара, а на внешней. И этот шар будто бы плавает в пустоте. Мусорак. Ну вот это и называется устройство мира наизнанку. Очень интересно, очень. С чего бы такому человеку связываться с выродками, палить башни, убивать людей? Они ему наплели, будто башни – это какие-то излучатели. А он им и поверил. Бред какой-то. Все сумасшедшие говорят, что их кто-то облучает. В самом деле, да. Скажите, пожалуйста, ведь он жив, правда? Да. Думаю, что да. Более того, я думаю, что в ближайшее время мы с ним встретимся. Вы и я. Мне тоже очень интересно узнать об устройстве мира наизнанку. Мне очень надо найти с ним общий язык. И я надеюсь, вы мне в этом поможете. Ведь поможете, да? Нет. Я не буду вам помогать. Рада Gaal. Второй уровень. Вперед! Мак!
Мак! Мак? Максим! Масарак! Гай, не кричи. Ну почему нельзя Да потому что я ничего не слышал. Понимаешь, здесь радио. Я не знал, что у вас умеют делать такие мощные приемники. Приемники? Человек из-за тебя чуть с ума не сошел, а ты тут... Тише, Гай. Мак. Мак, ты видел это? Ты с ними? Это ты с ними собрался договариваться, Мак? Это ты их хочешь привести к нам? Мак! Ну ответь мне! Ничего ответь! Я не хочу. И нечего на меня орать! Сами виноваты! Масаракш! Разорили все, разграбили! Оскотинились, как последнее зверье! Что теперь с вами делать? Что мне теперь с вами делать? Что? Что? Не знаешь? Ну скажи мне! Сам знаю! Нельзя никого приводить. Гай, пошли. Патруль! Очередь неба! Быстро!
Захватим машину. Не, по твоей легенде, ты похищен выродками, а я воспитуемый тебя спас. Обратно под излучение. Нет, ну то есть да. Но это уже будет не так, как раньше. Это, конечно, тоже хорошего мало, но все же лучше. Намного лучше. Да зачем? Зачем тебе это надо? Гай, я по радио слышал, началась война. То ли мы напали на хантийцев, то ли хантийцы на нас. Зачем опять война? Все, будьте вы прокляты, будьте 33 раза прокляты. Успокойся. Нам надо выжить. Сейчас всех амнистируют, отправляют на фронт. Уголовников, политических, штрафников. А ты ведь тоже штрафник. Нам главное оказаться вместе в одной бригаде. Номер твоей части. Вторая. Штрафная бригада, 4-я рота. А что потом? А потом я тебя вытащу и Раду. Брось автомат. Странник – это фанк. Операция по изъятию Рады Гаал подготовлена. В тюрьме организован бунт. Генератор встал. Запускай резервный. Не стрелять! Живьем брать! А вы смелая девушка. Приятно познакомиться. Фанк. Амнистирован. Мобилизован. Амнистирован. Мобилизован. Амнистирован. Амнистирован. Мобилизован. Максим амнистирован. У меня брат в капралах во 2-й штрафной бригаде. 2-я бригада, 4-я рота. Понимаете? Понимаешь? 2-я бригада, 4-я рота. Мобилизован. Таким образом, Рада Гаал изъята из ведомства господина государственного прокурора и находится у нас, на нашем объекте «Хрустальный лебедь», в полной изоляции от внешнего мира. По делу Мака все.
Хорошо. Эта война спутала мне все планы. Я опять должен уехать. К моему приезду маг должен быть здесь. Дайте ему понять, очень мягко. От его поведения зависит судьба Рады Гаал. Охрана? Никакой. Это бессмысленно. Может быть, слежка? Очень осторожно. Нет, вообще не надо. Не спугните. Дайте должность, пусть работает. Сделайте все, чтобы он не захотел покинуть институт. Массаракш. И в такое время я должен уезжать. Вы свободны. Странник, разрешите один вопрос? Да. Скажите, ну кто же он все-таки такой? Ну зачем он нам? Я его боюсь. Это очень опасный человек. Какая бригада? Максим! Вы живы? Какая бригада? Вторая штрафная, 4-я рота! Вторая бригада! 4-я рота! Я понял! Слушай меня! Если кто-нибудь из мерзавцев откроет пасть, прикажу стрелять! Солдаты! Штрафники! Я не ошибся! Я обращаюсь к вам как к солдатам! Хотя вы все еще пока дерьмо! Отбросы общества, мерзавцы, сволочи! Давайте, стройте. Будьте благодарны, Мы вам что сегодня Ниче навоюем. разрешают выступить в бой. Через несколько часов вы почти все сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, подонки, кто уцелеет, заживут на славу. Назад дороги нет, зато есть дорога вперед. Кто попятится назад, сожгу на месте! Бригада! Налево! Ротмистр! Вот документы. Я забираю с собой штрафника Максима. Что? Не дам. Все как один должны подохнуть или скупить, и этот тоже! Ты не понял. Ротмистр! А я плевал! И на департамент твой плевал! Колонна! Вперед, марш!
Кто отстанет, буду стрелять! Вторая бригада, 4-я рота! Какая бригада? Какая бригада, Масаракш? Вторая бригада! Гай! Гай, я здесь, Гай! Мак! Мак! Гай! Мак! Гай! Мак! Гай! Знают, что идут на верную смерть. И все равно идут. Психология послушного стада, Мак, не исключает индивидуальной надежды. А я за бугорком спрячусь и отлежусь, пока другие наступают. А, когда за спиной боевой излучатель, за бугорком особо не отлежишься. Масаракш, они ведь ничего не знают. А о чем вы раньше думали? Вот этим вот и надо было заниматься. Не башни валить, а рассказывать правду. Правду об излучении. Грош цена всему этому вашему подполью. А баланда все-таки не помешала бы. Да, пожирать охота. А вам, молодой человек, я бы предложил пощадить наше самолюбие и воздержаться от подобных высказываний. Особенно перед смертью. Вот они! Наши гробы! Ты посмотри, что они нам дают! Лав имперский, банка консервная! Ну что, неужели так и подохнем здесь, а? Сколько до границы? Граница километрах в 3, потом холмы до самой пустыни тянутся. Реки нет? Нет. Овраги? Не помню, нет. Все будет хорошо, только меня слушай. Больше никого не слушай, все остальное вранье. Впереди! Коварный враг! Правник Максим! Протяни на себя! И вперед! Колонна! Слушай мою команду! По машинам! Вперед! Пошли! Пожалуйста! Не стоять! Вперед! Всем! Всем! Машину! Только меня слушай! Больше никого не слушай! Только меня слушай! Понял? Ты что, не слышишь меня, да? Не узнаешь? Пойдем со мной! Куда? Подальше отсюда! У меня на тебя пропуск! Я не один, нас 4! Я один не пойду! Тебе что, жить надоело, да? Кто вы такой? Зачем я вам нужен? Я тебе потом все объясню! Этот с тобой! Этот с нами тоже! Пошел! Пошел! Быстрее! Быстрее! Это кто такой? А я знаю!
мне умереть за тебя! Я умру за тебя! Я хочу умереть за тебя! Позволь мне умереть! Слушай меня, слушай! Вытащи этих людей из машины, уложи их! Понял! Стой, стой! Я еще не закончил! Делай это осторожно, это наши друзья! Это наши любимые друзья, ты понял? Так точно! Я все сделал, Мак! Молодец, теперь слушай, сейчас... Мак! Хороший был гвардеец! Стоять! Значит, говоришь, в голову нельзя? Жаль, я сразу тебя не сдал в департамент. Но ничего, мразь. Странник порежет тебя, как крысу. Он тебя...
же то! Вы все смертники! Вы убили командира танка специального назначения! Вы все умрете! Если хотите остаться живыми, я вас выведу! Господин Максим, вас еще интересует судьба Рады Гаал? Часов 30 минут, ваше превосходительство. Доброе утро. Надо, ваше превосходительство. Надо, господин государственный прокурор. Надо. Господин председатель. Надо. Сыночек. Последние сводки с фронта. Надеюсь, вас может утешить тот факт, что сестра этого несчастного молодого человека находится в полной безопасности. Равно как и вы, и ваши друзья-каторжники. Я арестован? Нет, что вы, напротив, вы свободны. У вас есть квартира на территории Института специальных исследований, собственная машина, вы можете ездить куда хотите и делать все, что вам заблагорассудится, вот так. Где Рада? Я хочу ее видеть. Всему свое время. Я хочу ее видеть немедленно. Иначе я не буду с вами сотрудничать. Сим. Это мы здесь ставим условия. Рада Гаал находится в полной безопасности пока. Надеюсь, вы понимаете, о чем я? Государственный прокурор. Умник. Папа говорит. Сводку читал? Нет. Все. Прогадили войну. Что молчишься? Я ж тебя предупреждал. Не лезь в эту кашу. Штатских держись. Штатских. А не военных. Ты папа. Дети вечно не слушаются своих родителей. А где это сказано, если... Чадо твое ослушается тебя. Как там дальше? Ну что молчишь-то? Память отшибла. Давай подумай, вспомни. А я тебе еще позвоню. Да подожди ты. Умника так просто. Бывало и хуже. Время есть. Есть время, есть.
Срочное донесение, ваше превосходительство. Максим находится в Институте специальных исследований. Назначен руководителем темы в лаборатории химического синтеза. Ваше превосходительство. Странник на месте? Не было донесений. Да. Доброе утро, Фанк. Слушаю, господин прокурор. Давай-ка без церемоний. Странник на месте? К сожалению, нет. Мне тут позвонили сверху и приказали вас немного проинспектировать. Это чистая формальность, но тем не менее подготовь какой-нибудь отчет. И вот что. Мне нужно, чтобы все сотрудники департамента были на месте, а не как в прошлый раз. Это понятно? Так точно, господин прокурор. Ну вот и хорошо. До встречи. Поехали. Вы топчетесь на месте. По физической защите вообще ничего не добились, по физиологической и того меньше. А вот химики молодцы. Фанк. Да. Вас странник просил перезвонить. Спасибо. А куда? То есть? Он ведь телефонов не оставляет. Вы знаете, куда ему звонить? Слушайте, а куда он все время ездит? Понятия не имею. Государственная тайна. Знаете что, Фанк? Проводите меня в лабораторию. В лабораторию химического синтеза. Помогите! Помогите! Тише, тише, без паники. Люди работают. Помогите! 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 Это сердце. Сердце! Во дворцовый госпиталь его быстро! Вот к чему приводят военные приключения. Господа, у вас инспекция. А я знаю вас. Вы беглый каторжник и убийца. Максим. Наконец-то. Приятно познакомиться. А я государственный прокурор. Доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов. Я знаю, где находится центр. Центр системы башен. А вы единственный человек, который может этот центр захватить. Вы проникаете туда и прежде всего переключаете всю систему башен на депрессивное поле. Люди падают в депрессии, как тесто, как тряпки. Никто ни на что не будет способен. Пока вся страна валяется в депрессии, а выродки корчатся под лучевым ударом, вы проникаете на радиостанцию и ставите на многоцикловую передачу вот эту кассету. Все очень просто. Неизвестные отцы – преступники. Убейте их, и вы спасете страну. Потом вы снимаете депрессивное поле и становитесь во главе государства. А я остаюсь при вас.
политическим и экономическим советником. Какая у вас политическая программа? Справедливость. Согласен. Но это еще не все. Имейте в виду, что, захватив центр, вы уничтожаете человека, который пытается манипулировать вами. Того, в чьих руках находится Рада Гаал. Да-да. Ее контролирует странник. Он действительно страшный человек. Палач. Конец отцов означает конец страннику. Вы должны помнить об этом, маг. Где она? Вы знаете? Объект «Хрустальный лебедь» на территории Департамента специальных исследований. Но пока жив странник, вы туда не войдете. Решайтесь, маг. Для операции все готово. Странник, здравствуй. Ты уже приехал? Да, только что виделся с папой. Да? И как он? Плохо. Кто-то надоумил хантийцев стрелять по танкам заграждения. Сегодня ночью расстреляли 90% излучателей. Конец войне. И многим здесь конец. Может, свекру, Шурину. Вот ты как считаешь, умник? Ну и... Кстати, какое впечатление на тебя произвел наш дикарь? Максим. Ну ты же у нас умник. Ладно, о Маке мы поговорим потом. Потом? Потом у тебя уже не будет никакого потом! Я войду в здание, вы ждете 20 минут. Если за это время вы получите лучевой удар, можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, в багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника. Постарайтесь из нее выжать все, что только можно. Мак, разрешите мне позвонить кое-кому? Кое-кому это штаб? У нас с Зефом есть своя группа. Когда я войду в здание, но не раньше, можете выйти и позвонить. Ну все. Пожелайте мне удачи. Удачи. От всего сердца. Все-таки я дожил до этого дня. Внимание сотрудников. Обмен пропускных документов завершается завтра. Внимание сотрудников. В связи с военным положением хотелось бы пересмотрено. Пропускная система уничтожена. Сотруднику службы 5, 4, 3 уровня категорически запрещается находиться в специальных секторах департамента. Повторяю, в связи с военным положением система допуска пересмотрена. Пропускная система ужесточена. Вниманию руководителей специальных служб младшего и среднего звена. Внесены изменения в схему аварийной эвакуации людей и оборудования на этажах с 45 до 60 в секторе А. Руководителям специальных служб рекомендовано в кратчайший
пропуск. Документы. По лестнице! Вниз! Догнать!
все хорошо. Дурак! Не стреляйте! Максим Каммерер. Уберите своих террористов, пока я их не убил. Мак, а это кто? Вы Дикфеску по кличке Вепрь. А вы профессор Алузеф. Идите! Идите, работайте! Займитесь штабом! И не перережьте друг друга в ближайшие 3 дня. Подполье чертово. Мак! Идите, Зев! Да кто это такой, Масаракш? Идите, я потом все объясню! Зев, давайте-ка быстро в штаб, пока без нас не оседлали движение. Спасибо. Спасибо, Мак. Центра больше нет, а? Что ты туда подложил? Термическую бомбу. В подвал или вестибюль? В подвал. Что делать? Что теперь со всем этим делать? Скажите хоть, кто вы такой? Кто я такой? Я прилетел с Земли 20 лет назад. Я готовил спасение этой несчастной маленькой планеты. Готовил бережно, с учетом всех возможностей. А вот кто ты такой? Кто ты такой, что влезаешь в чужие дела? Взрываешь, стреляешь? Кто ты такой? Я не знал! Не знал? Идиот! Что теперь делать? Все, опоздали, они здесь. Что ты натворил, щенок? Не успел я за тобой. А ты знаешь, что теперь делать? А теперь они поймут, что их обманывали. И поднимутся! Кто поднимется? Куда они поднимутся? Чем ты думал? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима. Армия отмобилизована. Война идет, и она проиграна. Но ведь центр разрушен. Излучения больше нет. А передвижные излучатели? Масаракш! Я забыл про них. Забыл! Ты забыл про передвижные излучатели. Забыл про инфляцию. Забыл про экономику. А тебе известно, что надвигается голод? Тебе известно, щенок, что начинается вторжение островной империи? На нас идет армада! Недоумок! Золоченая сволочь. Прогадили войну. Папа вас всех перебьет.
Боец! Дурак! Сегодня же полетишь на землю! Убирайся! Ладно, я дурак! А вы? Как вы могли это допустить? Как вы могли все это? Война! Башни, огонь, танки, Гай! Как вы это допустили? По законам истории! Это их мир! Их история! Мы не можем ничего менять! Почему? Ты ничего не понимаешь! Сопляк! Лети домой! Я дома! Масараш! Надо! Буду топить субмарины! Надо! Буду бороться с инфляцией! Но только пока я жив! Пока я жив, ты понял меня? Никому здесь не удастся построить еще один центр! Никогда! Никогда! Как вас зовут? Рудольф. Знаете что, Рудольф? Я не раскаиваюсь и не собираюсь.